Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приглашаю вас к вязанию шапки крючком. Шапочка 2 клина. Эта шапка тоже относится к базовым шапкам. Она простая, универсальная, идет всем. Я уже показывала, как вязать шапку 4 клина. И у шапки 4 клина макушка получается более округлая. Здесь шапка формируется за 2 клина макушка. Посмотрите с одной и с другой стороны. И здесь макушка получается более треугольная, она хорошо держит форму, красиво смотрится на голове. Причем для вязания этой шапки я использовала другой узор, более пышной резинки крючком. Шапка также вяжется поперек и идет всем. Здесь я связала шапку с отворотом, так как узор пышной резинки двусторонний. Посмотрите, на лицевой стороне пышные косички, вот таких как лицевых петель. На изнанке получаются более такие плоские косички, поэтому для вязания отворота я здесь меняла способ вязания узора, чтобы на отвороте и на основной части узор смотрелся одинаково. Дорогие друзья, я связала эту шапку толстую, теплую из пряжи Alize Superlana Maxi. Толстая ниточка, здесь моточек 100 грамм, здесь 100 метров. Использовала крючок номер 6 на шапку 56 размера с отворотом небольшим. У меня ушло где-то 160 грамм, то есть 2 мотка вам потребуется для вязания шапки. И второй вариант, я хочу связать демисезонную шапку из полухлопка. Уже связала образец. Это пряжа молочный хлопок. Здесь моточек 50 грамм и в нем 100 метров. Я думаю, 150 грамм. Шапочка будет без отворота, мне хватит для вязания шапки. Тоже на 56 размер. Поэтому вот такой вариант шапки можно связать как и теплой на зиму из толстой пряжи, так и демисезонной, допустим, из полухлопка. Дорогие друзья, я сделаю расчеты на все размеры, на 2 вида пряжи из толстой ниточки для вязания теплых зимних шапок и из полухлопка. Тоже на все размеры 52, 54, 56, 58. Там будут подробные схемы, как вывязывать клин, сколько рядов провязывать для каждого размера. Поэтому описание вы можете приобрести на моей страничке Boosty, либо купить пост, либо оформить подписку. По подписке вы получите все мои платные описания за более низкую цену. Дорогие рукодельницы, я надеюсь, вам понравится эта модель шапки крючком с пышным узором пышной резинки. Шапку можно вязать демисезонной из полухлопковой пряжи без отворота, или шапку вязать зимнюю из толстой пряжи с отворотом, с интересной высокой вот такой макушкой треугольной и красивым интересным узором. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых вещей. Дорогие рукодельницы, в этом видео я вам покажу, как выполняю расчет на вязание шапки из полухлопка, основные моменты вязания данного узора и данной шапки. И вначале, конечно же, для расчета, то есть если у вас другая пряжа, у вас будет другая плотность вязания, вам необходимо будет самостоятельно рассчитать, как связать шапку. И вначале вы вяжете образец данным узором. Как вязать образец? Набрали цепочку воздушных петель. Здесь я набирала 30 петель, допустим, чтобы у вас образец был примерно 10-15 сантиметров в ширину. Далее вяжем лицевые ряды. Для вязания первого ряда набираем одну воздушную петлю, далее одну воздушную петлю будем набирать в начале каждого ряда. И по лицевой стороне, смотрите, провязываю соединительные столбики за вторую полупетельку предыдущего ряда столбиков. Вводим крючок за вторую полупетельку и провязываем соединительные столбики. Смотрите, здесь по лицевой стороне я вяжу соединительные столбики, но для отворота нам нужно будет изменить стороны. Поэтому, допустим, для отворота на ширину отворота несколько столбиков я меняю, то есть стороны вязания. И здесь для образца я тоже меняла стороны
И последние 8 столбиков здесь я вяжу соединительные столбики с накидом. То есть здесь вяжу последние 8 столбиков как по изнанке. Ввожу крючок тоже за вторую полупетлю и разом провязываю накид и петлю с крючка. Делаю накид и второй соединительный столбик с накидом. Итак, провязываю, допустим, столбики для отворота. Будьте внимательны в конце вязания каждого ряда, не пропускайте последний столбик. Далее поворачиваем вязание. Одна воздушная петля, и здесь у меня идет как будто изнаночная сторона шапки. Но здесь в начале ряда провязываю в начале столбики для отворота, поэтому здесь вяжу как по лицевой стороне 8 соединительных столбиков. И затем перехожу на соединительные столбики с накидом. Делаю на крючок накид, ввожу также крючок за вторую полупетельку и провязываю разом накид и петлю с крючка. То есть то же самое, как мы вяжем соединительный столбик, только с накидом. Причем, чтобы эти столбики у вас вязались быстро, смотрите, придерживайте основание вот здесь столбика при провязывании. Если вы не будете придерживать, то у вас будет цепляться ниточка. Здесь, если вы придерживаете, то крючок проходит спокойно через вот накид и петлю с крючка, и столбики вяжутся быстрее. Итак, провязываю соединительные столбики с накидом и далее чередую эти два ряда. После того, как вы свяжете образец, обязательно его постирайте, высушите и измеряйте плотность вязания. Плотность вязания измеряем в ширину и высоту количества рядов. У меня вот такая есть классная линейка для измерения плотности вязания. И здесь в окошко я считаю, сколько у меня входит петель в ряду и сколько вот высоту образца входит рядов. И у меня получается, что моя плотность вязания в ширину образца 20,5 столбиков, в высоту идет 20 рядов, высоту 10 сантиметров. Но при вязании шапки в поперечном направлении мы для расчета высоты шапки берем именно количество петель на ширину образца, а для расчета ширины шапки используем количество рядов по высоте образца. И вначале, конечно же, считаем высоту, количество петель, сколько нужно нам набрать для начала вязания шапки. Так как мы сначала набираем цепочку воздушных петель на всю высоту шапки и далее вяжем уже на ширину шапки необходимое количество рядов. Итак, я хочу связать шапку высотой 24 сантиметров. Напомню, что я вяжу шапку без отворота. То есть, если вы хотите связать с отворотом, допустим, 8 сантиметров, то считайте на 32 сантиметра, сколько вам необходимо набрать петель. Если вы хотите связать шапку с отворотом, то смотрите, прибавляем, допустим, еще количество столбиков на высоту 8 сантиметров. То есть 25 умножаем на 0,8, получается 16 или 17 столбиков. То есть в начале плюс еще 17 или 16 воздушных петель для начального ряда необходимо набрать. И эти столбики далее будем вязать узором для отворота. Так, здесь у меня выходит, что я набираю на высоту 24 сантиметра 50 петель без отворота, полный ряд. Далее расчет количества рядов на ширину шапки. На 56 размер, то есть отнимаю 10% для облегания шапки и считаю на ширину 50 сантиметров. Расчет 50 умножаю на 20 по образцу количество рядов 10 сантиметров. И получается, что мне нужно всего для шапки провязать 100 рядов.
И расчет, допустим, для одного клина мне необходимо на 50 рядов распределить ряды для вязания одного клина. В описании будут схемы, сколько рядов вязать в клине для формирования макушки. И также там будут схемы для двух видов пряжи, для всех размеров, как вязать такую шапку. Переходите на мою страничку в Boosty и подписывайтесь или приобретайте просто доступ к одному описанию. Начинаю вязать шапку. И здесь для полухлопка у меня крючок 4,5 номер. И вначале набираю цепочку воздушных петель на всю высоту шапки. По своим расчетам я набираю 50 воздушных петель. И как направление начала вязания, направление вязания цепочки вот, идет от макушки к краю шапки. И первый ряд мы будем вязать от края шапки к макушке. И первый ряд будет как лицевой ряд, а второй ряд будет как изнаночный ряд. Итак, я набрала цепочку воздушных петель и начинаю вязать первый ряд. Смотрите, первый ряд начинаем вязать от края шапки вверх. И смотрите, если вы вяжете отворот, то сначала вяжите количество столбиков на высоту отворота как по изнанке, и затем вяжите как по лицевой стороне. То есть по изнанке мы вяжем соединительные столбики с накидом, далее мы вяжем просто соединительные столбики. Так как я вяжу шапку без отворота, то первый ряд я провязываю полностью весь соединительными столбиками. И смотрите, я набрала 50 воздушных петель, далее еще плюс 1 воздушная петля для начала вязания ряда, и отступаю эту петельку, далее ввожу в полупетельку цепочки и провязываю соединительный столбик. И далее по всей цепочке провязываю соединительные столбики. Первый ряд. Я закончила вязать первый ряд, провязав соединительные столбики до конца цепочки. Второй ряд начинаю с одной воздушной петли подъема, далее делаю накид, ввожу крючок за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда и провязываю разом соединительный столбик с накидом. И далее второй столбик также провязываю. И второй ряд идет как по изнанке от макушки к краю шапки. И здесь мы провязываем тоже количество столбиков, что и в лицевых рядах. Поэтому 50 столбиков я вяжу сверху вниз. В следующем ряду мы уже начинаем формировать макушку, выполняя укороченные ряды. Смотрите, здесь мы вяжем соединительные столбики вот с накидом, а у нас на обратной, на лицевой стороне формируется пышная косичка. Я закончила вязать третий ряд. Смотрите, не довязала 2 петли до конца предыдущего ряда. Поворачиваю вязание и начинаю вязать четвертый ряд. 1 воздушная петля и вяжу здесь уже как по изнанке соединительные столбики с накидом. И провязываю тоже количество столбиков до низа шапки, что и в предыдущем лицевом ряду. То есть мы, если у макушки не довязываем здесь по 2 столбика каждый укороченный ряд, здесь будут такие ступеньки на ширину клина, то внизу мы всегда довязываем здесь до края шапки, и здесь остается ровная сторона. Итак, я сейчас с помощью укороченных рядов вяжу первую половину клина. Здесь вот от начала
провязываю первую половину клина, причем для разных плотностей вязания будет разное количество укороченных рядов. И далее уже буду провязывать полный ряд, и вот эти ступеньки будут выравниваться. Покажу уже на этом моменте, как провязывать полный ряд над укороченными вот этими рядами, чтобы вот эти ступеньки у вас без дырочек и ровно смотрелись. Дорогие рукодельницы, еще небольшая заметка, как провязывать кромочные столбики у края шапки. Смотрите, по изнанке, когда мы вяжем соединительный столбик с накидом, вот за вторую полупетельку также вводим крючок, провязываем столбик с накидом и немножко затягиваем его, чтобы у нас вот этот край был более такой плотный, то есть не растягивался. Далее мы набираем одну воздушную петлю, поворачиваем работу. Смотрите, одна воздушная петля тоже не должна быть слишком длинной. И начинаем вязать первый соединительный столбик. Тоже мы его не растягиваем. А далее уже вяжем следующие столбики по лицевой стороне более свободно. Смотрите, здесь я уже сформировала первую половину клина, и в этом лицевом ряду начинаю вязать полный ряд. И сейчас покажу, как провязывать полный ряд, захватывая вот эти вот ступеньки укороченных рядов. Итак, дорогие друзья, я провязала половину клина. И теперь следующий ряд идет по лицевой стороне полный ряд. По лицевой стороне мы провязываем соединительные столбики. Здесь я довязываю соединительные столбики по высоте вот последнего укороченного ряда. И далее мне необходимо перейти вот здесь на ряд ниже, то есть переступить далее на ступеньку ниже, перейти вязание, и здесь тоже 2 петли провязать. И вначале необходимо ввести крючок. Смотрите, вот здесь ряд заканчивается и идет такая горизонтальная ниточка. За эту ниточку нужно ввести крючок. И далее вводим крючок за вторую полупетельку на ряд ниже и провязываем соединительный столбик. Далее второй столбик. И вновь при переходе на ряд ниже вводим крючок вот эту горизонтальную ниточку и далее во вторую полупетельку. И еще один столбик, и вновь переходим на ряд ниже. То есть так мы провязываем по 2 столбика, так как мы здесь пропускали. Каждый укороченный ряд был на 2 столбика меньше. И довязываем тоже количество столбиков. У нас идет полный ряд до макушки. То же количество столбиков, что и в начале вязания, когда мы провязывали полный ряд от края шапки до макушки. И вот смотрите, идет ровный ряд петель без дырочек и без ступенек. И здесь я уже заканчиваю вязать. Мне осталось провязать 2 ступеньки. По 2 соединительных столбика на каждой ступеньке. И вот последний укороченный ряд. Довязываю вот до макушки. Получается до высоты 2 рядов в начале провязанных. Теперь 1 воздушная петля, поворачиваю вязание и по изнанке здесь вяжу уже соединительные столбики с накидом. Полное количество столбиков получается от макушки до края шапки. Также вводим крючок за вторую полупетельку. Так, я здесь пустила ниточку, поэтому перевяжу.
Итак, поворачиваю вязание, 1 воздушная петля, и здесь по изнанке вяжу полный ряд от макушки до края шапки. И по изнанке мы вяжем соединительные столбики с накидом. Далее вяжем несколько рядов на всю высоту между клиньями. Идет такой ровный промежуток. И вяжем от 10, допустим, до... здесь я вязала 10 рядов для шапки между клиньями, для шапки из толстой пряжи. Здесь я буду вязать 14 или даже 16 рядов. Смотрите по размеру, по вашей плотности вязания. Между клиньями должно быть примерно 5-6 сантиметров провязано на полную высоту шапки узором. Я довязала до момента, когда уже начала формировать новый клин с помощью укороченных рядов. И начало вязания клина начинается с самого короткого ряда. Вот первый укороченный ряд я уже с самым минимальным количеством столбиков в ряду я провязала, лицевой, затем изнаночный. И теперь второй укороченный ряд идет на 2 петли или на 2 столбика длиннее, чем предыдущие. Здесь я довязываю это лицевой ряд, соединительные столбики до конца предыдущего укороченного ряда. Далее вкалываю крючок также вот здесь за ниточку, которая идет горизонтально по ряду, и в следующую петлю. И провязываю соединительный столбик 1 и 2, то есть новый укороченный ряд на 2 столбика длиннее, чем предыдущий ряд. Далее поворачиваю вязание и вяжу изнаночный ряд уже с соединительными столбиками с накидом. 1 воздушная петля, делаю накид, ввожу крючок вот за вторую полупетлю предыдущего ряда и провязываю соединительный столбик с накидом. И так вяжу столбики до конца ряда. Следующий укороченный ряд вяжем также на 2 столбика длиннее, чем предыдущий. И так выполняем укороченные ряды до тех пор, пока не по количеству столбиков мы не довяжем до полного ряда. И полный ряд это будет как раз у нас центр клина. И после того, как вы провяжете полный ряд, далее укороченные ряды пойдут на убавление. Итак, дорогие рукодельницы, я закончила вязать все ряды шапки по схеме для 56 размера. И смотрите, последний ряд это укороченный ряд перед полным рядом по центру клина, так как в начале вязания у нас идет полный ряд, это центральный ряд первого клина. И вот здесь я провязала половину клина, затем полоска идет ряды на полную высоту, затем второй клин, полоска, где ряды идут на полную высоту, и вторая половина клина. И смотрите, последний ряд мы завершаем. Это ряд был по изнанке сверху вниз. И теперь закрепляю последнюю петлю. Здесь я оставила довольно длинный отрезок нити, чтобы выполнить шов и закрепить макушку. Сейчас я покажу, как сшиваю шапку. Шов будет находиться по боковой стороне, но он будет практически незаметен. Начинаю выполнять шов, и для этого использую иглу с широким ушком. И первый стежок идет вот здесь из кромки, соединяем кромку. Далее смотрите, здесь по последнему ряду мы вкалываем иглу вот в центр первой и второй петли и делаем внизу стежок. Далее по первому ряду мы вкалываем иглу как за ножку столбика. Здесь вот вы видите, идет цепочка петель первая, и около каждой петли идет ножка столбика. И за ножку столбика
вводим иглу и делаем стежок. Внизу в центр первой, а здесь уже второй и третьей петли. Второй стежок. И здесь вот уже напротив за ножку следующего столбика около второй петли тоже вводим иглу и делаем стежок. И далее продолжаем здесь в центр петель, вкалываем иглу. Здесь около петли за ножку столбика и делаем стежок. Дорогие рукодельницы, продолжаю сшивать шапку. И посмотрите, шов абсолютно невидимый. И показываю еще раз. Здесь мы вкалываем иглу поверху за ножку столбика напротив косички петель. По низу вкалываем иглу в центр первой и следующей петли и делаем внизу стежок. И так продолжаем по верху за ножку столбика. Здесь был первый ряд, и по низу это последний ряд столбиков, центр первой и следующей петли и делаем стежок. Итак, я сшиваю шапку до макушки и затем стягиваю макушку. Итак, дорогие рукодельницы, я выполнила шов, и несмотря на то, что он будет находиться по боковой стороне, даже при растяжении он абсолютно незаметен. На изнанке, конечно, проходит вот такой вот рельефный рубчик. И теперь стягиваю макушку, тоже с помощью вот остатка ниток. Здесь, получается, я вкалываю иглу. Вот смотрите, вот здесь идет ниточка, как горизонтальная ниточка от каждого ряда, и в каждый ряд косички вот в эту ниточку вкалываю иглу по кругу и затем стягиваю эти ряды в кольцо и затягиваю его. Итак, дорогие рукодельницы, вторая шапочка без отворота из полухлопковой пряжи тоже у меня готова. И у меня на эту шапочку ушло всего 100 грамм, то есть 2 моточка по 50 грамм. А здесь шапочка с отворотом ушло где-то 160 грамм. То есть здесь потребуется тоже 2 мотка, но в каждом мотке по 100 грамм.